Добро пожаловать в новый выпуск дневников разработки Encased. Сегодня мы расскажем о такой важной в RPG вещи, как случайные встречи, о том, сколько их, как они устроены и как игрок может повлиять на развитие событий в них, а еще о пасхалках и уникальных наградах. Готовьтесь, мы начинаем. Мир Encased наполнен множеством персонажей, квестов, историй и локаций для исследования. Пока что проект находится в раннем доступе, и хотя сейчас игра готова менее чем на треть, изучение доступного контента может занять многие часы, наполненные не только открытием новых локаций и разговорами с NPC. Случайные события происходят в те моменты, которые часто считаются скучными и рутинными, когда персонаж игрока отдыхает или странствует по пустошам. Если вы опытный игрок, то вы уже знаете, что из себя представляют обычные случайные встречи в ролевых играх. Вы путешествуете, и вдруг на вас нападают бандиты, или волки, или торговец с отличными скидками на свои товары. К этому набору ивентов, знакомому и привычному каждому фанату РПГ, мы добавили несколько новых типов событий. Это и законченные мини-истории в духе бункера «Калейдоскоп», и исследования смертельно опасных аномалий, взаимодействие с которыми напоминает игру в русскую рулетку, и короткие сюжетные события, ставящие игрока в ситуацию, когда здесь и сейчас нужно сделать непростой выбор. Как вы, наверное, поняли, каждый тип событий заслуживает отдельного и обстоятельного рассказа. Начнем с боевых ивентов. К автоматически генерируемым боям мы добавим уникальные сражения, вручную созданные нашими геймдизайнерами. Подобные бои представляют собой тактические головоломки, для успешного решения которых вам придется грамотно комбинировать способности, использовать рельеф местности, занимая высоту и укрытие, и, конечно, учитывать сильные и слабые стороны врагов. Каждому боевому энкаунтеру предшествует короткий иллюстрированный диалог, который позволяет не только избежать боя, но и дает полезные опции, вроде возможности рассмотреть противников в бинокль, чтобы узнать, с кем предстоит сражаться. Кстати, насчет иллюстрированных диалогов. Мы называем их виньетты и стремимся сделать их максимально разнообразными. Среди них путешествие по аномальному полю, разговор со странным путником, блуждение по берегу жуткого озера или посещение подпольного игорного дома, где гости ставят на кон собственную жизнь. Некоторые случайные события намеренно сделаны шуточными, а часть из них содержит отсылки, которые будут понятны фанатам Fallout, а также любителям постапокалиптических книг и фильмов. Исследовательские события предложат игроку заняться поиском редких предметов или ресурсов. Мы стараемся уйти от стандартной схемы, где вас ждет полупустая локация или закрытый сундук с лутом. В Encased вам придется пройти через зону аномалий, решить загадку с технологиями праотцов или иметь при себе прибор, который поможет обнаружить редкий артефакт. Такие события дадут игрокам шанс обзавестись полезными предметами, новыми знакомствами, ну или погибнуть в пустошах. Некоторые из таких предметов уникальны, и их невозможно получить иным способом. Некоторая часть случайных событий случается тогда, когда персонаж игрока отдыхает или использует функцию «ждать». Так персонажа, заснувшего вдали от цивилизации, могут ограбить бандиты или укусить ядовитое насекомое. Но если игрок отыгрывает негодяя с запятнанной репутацией, то рано или поздно его найдет отряд рейнджеров. События подобного типа вы наверняка уже видели на станции Магеллан, объекте Нэшвилл и других локациях, представленных в нынешней версии игры. Мы считаем случайные события важной частью игры и планируем увеличивать их количество в каждом патче. Глобальный патч 2, выходящий весной этого года, также не станет исключением. Если вы хотите узнать больше подробностей о разработке Encased, пишите свои вопросы в комментариях. Мы не только ответим на все интересующие вас вопросы, но и сделаем отдельный дневник разработки на самую интересную для сообщества тематику. Не забывайте подписываться на канал и наши социальные сети, чтобы всегда быть в курсе последних новостей проекта. Все полезные ссылки в описании.